Now I would say that we have a major, the same similar product in Europe. In terms of trend, I would say that natural ingredients still remain interesting. В Европе все очень интересно, натуральные ингредиенты, и эта тенденция очень быстро начинает набирать обороты. Yeah, but in Europe, I don't know for Ukraine, but in Europe, for example, in US and in Europe, the sustainability concept, the ecological concept is very present for cosmetic. Очень важна в Европе и в США, и начинает быстро развиваться так называемая концепция постоянного развития и защиты окружающей среды. И этому уделяется очень много времени и внимания, делаются различные акценты. So people are really taking care of from where does come from the product. It's very important to know well the source, to understand the quality and the real composition and safety in terms of product. Люди все больше, конечные потребители все больше интересуются, откуда происходит данный косметический продукт, а еще в дальнейшем интересуются, откуда происходит сырье и ингредиенты, используемые для производства. Unfortunately, in terms of innovation today, we still have a lot in Europe, but regulation is blocking a bit this innovation due to strong, strict new rules, new regulation rules on cosmetic. Конечно же, многие инновации, которые происходят или могли бы происходить и реализовываться в Европе, сейчас ограничены регуляторными различного рода аспектами. То есть рынок косметики, он становится весьма-весьма регулируемым в Европе и в США. Hello everybody, thank you for being here. Всем здравствуйте. Спасибо, что вы находитесь сегодня здесь. So before entering the product, I will make a short presentation on the company. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению продуктов, я вкратце хотела бы представить компанию Amedeo Brasca. So Amedeo Brasca is an Italian company located in Milan, so in the north of Italy. Amedeo Brasca является итальянской компанией, расположенной в Милане, на севере Италии. And we are producing ingredients for cosmetics since 1946. Из 1946 года компания производит косметические ингредиенты. Which is very important is our philosophy. Очень важна философия компании, они ее придерживаются. No impact in progress, with our logo here. Так называемая no impact in progress означает. And in this philosophy, we are taking care of the sustainability of our processes, the protection of the environment and of the people, and all the waste which could appear in food and cosmetic industry. Основная идея этой концепции — это поддержание стабильного роста при условии защиты окружающей среды, в частности, защиты природы и защиты людей. И поэтому используются побочные продукты, в данном случае пищевой промышленности, которые в дальнейшем дорабатываются компанией Amedeo Brasca, и получаются продукты, о которых мы в дальнейшем вам расскажем. Today we have four main technologies. 4 основные технологии присутствуют в рамках компании Amedeo Brasca. The more historical one are the production of waxes and the production of carbomer. Историческими технологиями, которые развивались с самого начала компании Brasca, это восковая технология производства различных восков, а также акрилатная технология производства, в частности, карбомеров. And then we developed a new technology dedicated to natural ingredient here. Далее была разработана и внедрена новая технология натуральных ингредиентов, in which our philosophy, our sustainable concept is very, very important, because on this natural technology we are using the byproduct from food industries. И как раз вот в рамках этой концепции используется концепция защиты окружающей среды, которой придерживается компания Amedeo Brasca, а именно используются побочные продукты, получаемые в производстве пищевых продуктов, скажем так, из пищевой индустрии. And the last technology is named performance product, where we are providing some new tools for our customers in terms of synergy to gain in terms of performance, easy to use, and saving costs.
И следующая технологическая платформа — это платформа функциональных продуктов. В рамках этой платформы предоставляются различные решения для клиента, в том числе индивидуальные либо кастомизированные. Today I will enter more deeply in a natural technology coming from olive, so really linked to Italy. And I will describe 3 very specific ingredients from this technology. Сегодня мы рассмотрим 3 продукта в рамках концепции натуральной технологии. Это продукты, ингредиенты, косметические ингредиенты, получаемые из оливкового масла, пищевого оливкового масла, которые потом в дальнейшем дорабатываются для применения в косметике. So the technology is named Olefil, and as I told you before, it's 100% cosmetic ingredient from byproduct from food processes. Торговая марка Olefil, под которой скрываются как раз данные ингредиенты, о которых мы будем далее говорить, это на 100% побочные продукты пищевого производства. So we are selected very high quality olive fruit because at the beginning they are used for food. We have also a complete sustainability and traceability of the supply chain. Используется отборное высококачественное сырье оливки. Далее надежное отслеживание, конечно же, цепь поставок. We are not using any chemical processes or chemical ingredients. Не используются какие-либо химические процессы, либо химические ингредиенты для обработки получаемого сырья из пищевой индустрии. And we are providing only very safe product to be used in all kind of application from sensitive skin, babies, and normal skin. Таким образом, получаемые продукты по торговой марке Olefil могут быть использованы абсолютно во всех областях, и особенно в тех, где возникает вопрос безопасности. Это могут быть проекты, связанные с косметикой для детей, для нежной кожи, для чувствительной кожи. Why we decided to use olive? Because it's a very, very interesting for skin features. Почему решили использовать оливки и, собственно, компоненты, получаемые из оливок? Потому что обладают очень важными, интересными свойствами на коже. Оказывает влияние. Because as you may know, all of you, olive contains a very interesting glyceride, which are very similar to the lipid of our skin from our epidermis. Как вы знаете, оливковые глицериды очень родственны межклеточным липидам кожи. Yeah, so it permits to, I would say, rebuild a part of our epidermis. Таким образом, благодаря этим продуктам мы можем как бы выстраивать, либо способствовать, скажем так, обновлению эпидермиса. And so, as I was telling you, many components in the olive are similar to our skin, like squalene. Как вы знаете, многие компоненты, которые содержатся в оливковом масле, они идентичны, либо похожи компонентам, которые содержатся в роговом слое межклеточной матриксе, в частности. So, more vitamins, squalene, and fatty acid from glyceride. Today, the ingredients that I present you are really from glyceride of olive. И сегодня мы сделаем больше акцент как раз на продукты из области триглицеридов оливковых. So the 3 products of today are in terms of ink name, palmitic stearic triglyceride, and 2 ingredients with the same ink name, olive glyceride. 3 продукта, первый из которых по инке проходит как пальмитиновые и стеариновые триглицериды. 2 других продукта проходят под одним и тем же инке, но обладают разными функциями. The first one is a gelling and stabilizing agent for oil. Первый продукт — это желирующий и стабилизирующий продукт для масляной фазы, which also helps to have a texture less greasy, less sticky, and with a film forming on the skin. Который позволяет минимизировать ощущение сальности и липкости на коже, а также обладает отличными пленкообразующими свойствами. The second ingredient is a specific olive glyceride oil with a light texture, like I would say, like a light ester, and which has properties as a carrier of active into the skin.
Второй продукт, оливковый продукт, используется как носитель активных ингредиентов для кожи. Он обладает очень легкой, нежной текстурой, очень приятной текстурой на коже. And the last one is an emulsifier for water in oil emulsion, which is in the same time an emollient. Следующий продукт, который используется в эмульсионных системах, вода в масле, который также является An emulsifier, water in oil, and emollient. также является эмоллентом. So now we can enter in the first product. Теперь мы рассмотрим более детально первый продукт. Пальмитиновые сериновые триглицериды. So his name Olefil Pearls. Торговое название Olefil Pearls. As I told you, this technology is patented in our company, so all the ingredients I will present you today are really unique in the market. Все продукты, которые мы сегодня вам презентуем от компании Amedeo Brasca, они запатентованы и уникальны. So we are speaking about 100% natural ingredient and sustainable. Это 100% натуральный продукт. Easy to use because it is under Pearls form. Почему Pearls? Потому что он представляет собой форму гранулок, либо пеллет, другими словами. And the functional properties are really gelling and stabilizing the oil phase into your formula. То есть основная функция — это стабилизация и желирование, скажем так, масляной фазы. And we have this emollient effect too from the triglyceride of the oil. И, конечно же, данный продукт обладает свойством и качеством эмоллента, что присуще триглицеридам. Теперь мы рассмотрим вопросы, аспекты касательно безопасности применения данных продуктов. So of course this product is really safe for the skin, so no irritant for the skin. Не вызывает раздражения. We perform the two tests here. Компания Amedeo Brasca проводила 2 теста. And so the patch test and the method Chilenski test to show that it's not irritant and non-allergenic. Патч-тест и тест шиланского доказали, что данный продукт не вызывает раздражения. And also the last one for eye irritation, the in vitro EdCam test showing that is non-irritant. Также проводился in-vitro тест для того, чтобы доказать, что продукт также не вызывает раздражения глаз. Now we enter in the efficacy dossier. Теперь касательно досье по эффективности. Yeah. Here, so one of the key points of this ingredient is this: it's able to gellify any kind of oil. Ключевым моментом и преимуществом данного продукта является, что он может являться загустителем или желирующим агентом для любых масел. So you can gellify the natural oil, натуральные also масла, the esters, the silicone, эфиры, the mineral силиконы, oil, минеральные synthetic масла, oil, синтетические any масла, любые типы масел. And with very different polarity. Также масла с различной полярностью. So, for example, in your formulation, if you have different type of oil with very different polarities, Если it много helps масел у to вас в stabilize your рецептуре с formulation. различной полярности, данный продукт помогает стабилизировать масляную фазу. The second point is linked to the viscosity, because, as I told you, it's a gelling agent. Как мы уже сообщили, это желирующий агент, и аспект, который необходимо рассмотреть, касается вязкости. And it's interesting for application because the more you put, the higher the viscosity is. Конечно, интересное применение, чем больше процент вода, тем больше будет вязкость. So, for example, if you have a different type of product, you can use from a milk, a serum, more liquid, until I would say a foot cream or hand cream, very viscous, playing on the percentage of use. И в рамках одной линейки, например, которую вы создаете, вы можете варьировать процент вода, например, минимальный для сывороток и максимальный для крема ухода за ногами, например, либо крем для рук. Yes, and here just a 3 simple formula showing the effect in adding 2.5% of Olefil Pearls into the formula. You can see the difference of viscosity first in different kind: face cream, hand cream, and body cream. Можете заметить 3 модельные рецептуры с одним и тем же процентом ввода Olefil Pearls 2,5%, но при этом разные получаются по вязкости и полостям применения.
Крем для лица, крем для рук и крем для тела. We realize that, first of all, the viscosity is increased, the stability also, При увеличении вязкости заметили также повышается стабильность. and also the texture, because И it's текстура меняется. more, I would say, creamy texture, less greasy, and Текстура with получается a very менее сальная, nourishing менее липкая. effect. Without greasy and nourishing effect. Минимизируется липкость, липосальность и такой эффект питательный ощущается даже. And then we enter very briefly in this formulation. So Вкратце рассмотрим теперь рецептуры. the product really depends on the application. Can be used from 0.5 to, I would say, 30% if you want to make a butters. Как мы уже сообщили, можно варьировать процент ввода в зависимости от конечного продукта и желаемых физических свойств эмульсии. It's very easy to use because Очень also легко использовать the продукт. melting point is between 45 to 55. Точка плавления от 45 до 55. So easy to handle in a protocol for an emulsion. Очень легко работать с данным продуктом в процессе эмульгирования. And this melting point also provides the stability into your formulation. Кроме этого, данная точка плавления обеспечивает стабильность вашей рецептуры. And then in terms of application, in fact, I would say you can use it in all kind of product which contains oil. С точки зрения областей применения, можно использовать данный продукт везде, где применяются масла. So emulsion, cream, крема, milk, serum, молочко, conditioning, сыворотки, butters, кондиционирующие продукты, lipstick, твердые масла, all баттеры, kind of color губные cosmetic, помады, or hair декоративная mask too. косметика в целом, маски для волос. And you will have a versatile opportunity in terms of application to avoid also any kind of instability if you want to use a lot of oil into your formula. You know, in an emulsion, you have the water phase, which can be stabilized by, I would say, some carbomer or xanthan, etc. But the oil sometimes needs also support. The emulsifiers is not enough all the time. Очень часто вы можете сталкиваться на практике с тем, что стабилизация водной фазы не является достаточной с применением ксантановой камеди или карбомеров. И поэтому очень важно также обращать внимание на стабилизацию масляной фазы. И в данном случае как раз преимуществом является данного компонента, что стабилизируя масляную фазу, вам в дальнейшем будет легче эмульгировать и стабилизировать в целом конечные продукты. Now we enter in the second product, so from olive glycerol, which is named Olefil TD7525. Второй продукт, теперь, который мы рассмотрим в рамках линейки Olefil, продукт под торговой маркой Olefil TD7525. So this product is an interesting oil. It's not an olive oil. It's really an olive glyceride oil. Это оливково-глицеридное масло, по сути дела, which contain a part of triglyceride and a part of diglyceride. содержит две части: диглицеридную и триглицеридную часть. Very safe for the skin, no Очень безопасный problems. продукт для кожи, And без всяких it's проблем. used in different kind of application. В различных областях применения. In emulsion, it's well used to carry active through the skin. В эмульсиях позволяет доставлять активные ингредиенты в кожу. We have an efficacy test I will Есть show you. тесты по эффективности данного продукта. And Можем it's показать. also an oil very suitable for surfactant base. И также это масло очень подходит для основ, содержащей ПАВы. So first of all, the composition. Теперь рассмотрим детальный состав. In fact, TD7525 is composed of 75% of triglyceride and 25% of diglyceride. 75% триглицерида и 25% диглицерида. Собственно, отсюда и происходит название. Which is very interesting comparing to a normal olive oil. Что очень интересно в сравнении со стандартным оливковым Is маслом. that in a normal olive oil, the diglyceride part is very, very small. В обычном оливковом масле доля диглицеридов очень-очень маленькая. And with our technology, we decided to concentrate this part to get 25 because it's a very interesting component due to the polarity
polarity of diglyceride. И компания Amedeo Brasca создала технологию, благодаря которой они смогли повысить концентрацию, процент содержания диглицеридов благодаря преимуществу диглицеридов относительно их полярности. And this polarity helps to make bonds Эта полярность позволяет создать связи с другими ингредиентами, которые содержатся в формуле. So at the end you have both affinity, triglyceride for the affinity with the skin, similar to the lipid of the эффект skin. синергии, триглицериды, благодаря им достигается сродство с триглицеридами кожи. And diglyceride with a polarity, with a very good affinity with the ingredient into your formula. И благодаря диглицеридам и их полярности можно совмещать их с другими многими ингредиентами, чтобы создавать разнообразные рецептуры. Now, very briefly, we go to the safety test. Вкратце рассмотрим тесты по безопасности. As Olefil Purse is very, very safe, we perform the test того, что Olefil Purse является skin очень безопасным. irritation, eye irritation. Тесты по раздражению кожи, анализ на раздражение, угревой сыпь, раздражение глаз. What is a bit specific is really this test in terms of comedogenicity. Очень интересный был тест на комедогенность. Because usually an olive oil is quite comedogenic. Обычно оливковое масло обладает комедогенным свойством. And this one is not, because we are speaking about very pure fraction, just 2 fractions of glyceride and less saturated acid. So it's very, very more perspirant for the skin. Поскольку данный продукт содержит мало насыщенных кислот, речь идет о двух диглицериды и триглицериды, то, соответственно, данный продукт обладает Avoiding to be occlusive. То есть данный продукт позволяет избежать вот это ощущение окклюзии, то есть непроникаемой пленки, что может быть присуще как раз вот натуральным маслам, оливковому маслу. And which is also important for you to know is about the stability, because olive oil is quite oxidizing easily. This one is not, because it's a very pure fraction. The oxidation is coming from impurities of the ingredient. Что немаловажно, что оливковое масло, как и другие чистые масла, они склонны окисляться. А поскольку это чистые фракции, то степень окисления у данных продуктов намного ниже в сравнении с маслами. И они в целом являются стабильными к окислению. So now we performed a test, as I was telling you, is used in terms of penetration of active ingredient. Были проведены тесты относительно проникновения данного ингредиента, данного продукта. So we performed the test on skin stripping technique with a colorant. Использовала система снятия кожных проб с применением красителя. And we compared the penetration of active ingredient of the formula containing TD7525 or caprylic triglyceride or almond oil. Сравнивали 3 тестируемых продукта. Это каприловые триглицериды, almond oil. миндальное масло, и третьим являлся Olefil TD7525. And here you can see on the graph. So here we have the different layers of the stratum corneum. Здесь вы можете видеть различные слои, различные уровни рогового слоя. And you can see that the emulsion containing 2% of TD with the active ingredient penetrate to the 13th layer of the stratum. И вы можете заметить, что рецептура, содержавшая 2% Olefil TD75, проникала до 13 уровня рогового слоя, 13 слоя рогового слоя. And if you compare to the one with caprylic 8%, we reach just a bit of more than 11. So we have an increase of 26.5 in terms of penetration comparing to caprylic triglyceride. В сравнении с каприловыми триглицеридами вы можете обратить внимание, насколько глубоко они могут проникать. Намного не так глубоко, в основном поверхностно. И исходя из этого, проникновение Olefil 2% в сравнении с 80% рецептурой триглицеридов было в пользу продукта Olefil TD75. В пользу в данном случае на 26,5% лучше. But the real challenge was on almond oil, because almond oil is known in terms of penetration of active. So we can see that we arrived at 7.5 more in terms of penetration comparing to almond. Вы знаете, что хорошим пенетрантом, способствующим проникновению агентом, является миндальное масло. И, конечно же, также провели тест для сравнения с данным продуктом. И вы можете обратить внимание, что
8% рецептура Alifil TD7525 показала лучшие результаты по уровню, по слою проникновения в роговой слой в сравнении с миндальным маслом на 7,5%. And moreover, this test has been performed in 30 minutes, so it's very quick time in order to show you the efficacy in a very short time. И тест проводился в течение 30 минут. Это очень непродолжительный промежуток времени для того, чтобы оценить эффективность и скорость проникновения данного продукта. Now we enter in a texturing profile. Теперь мы рассмотрим сенсорику и, собственно, текстуру. So we can see that the major point of this oil is really the absorption rate. Скорость абсорбции, конечно же, это, пожалуй, один из важнейших показателей данного продукта. It's really not tacky or bright. Данный продукт не липкий и довольно-таки светлый. And we compared this oil with also other natural oil. Также сравнивали данный продукт с другими натуральными маслами. And for example, on this one, you can see the major difference with the normal olive oil and Olefil TT75 in terms of absorption. It's really linked to the composition. It's not an olive oil, it's an olive glyceride. Теперь обратите внимание и сравните с оливковым маслом по скорости абсорбции либо впитывания, что данный продукт является повышенной абсорбирующей способностью, намного выше, чем у оливкового масла. Also, it's not so much bright, you can see here, comparing to other type of oil. Он также обладает интересным матовым оттенком, не такой яркий в сравнении с оливковым маслом, вы можете обратить внимание. Да. And also, it's not tacky. И липкость, по липкости также. Данный продукт Alifil TD75 не очень липкий, даже в сравнении с другими компонентами. And in terms of natural oil is important, the odor and the color. Thanks to the purification we made in our technology, we are able to provide an oil very, very light color and light odor. Поскольку это масла, необходимо также обращать внимание на цвет и прозрачность ингредиента. So for the odor and just after you have the color. В данном случае есть, извините, да, запах и цвет. Здесь мы рассматриваем непосредственно запах. По запаху видите результаты в сравнении с другими ингредиентами. Теперь цвет. По цвету. Yes, you can go. And just very briefly, as I told you in the beginning, this product can be used in all kind of product, from emulsion containing active ingredient to boost the efficacy of your active. Можно использовать абсолютно в разных рецептурах для того, чтобы повысить эффективность действующего ингредиента косметического. And it can be also used in toiletries like shower gel or shampoo in order to improve the quality in terms of hydration and irritation of the surfactant. Также можно использовать его в моющих средствах по уходу за кожей, шампуни, гели для душа, для того, чтобы минимизировать действие поверхностно-активных веществ, а также использовать данный продукт как эмолент. Увлажняющие свойства. In this type of toiletries also you can have different type creamy texture or transparent product. И благодаря данному продукту можно получать различные консистенции, различные эмульсии, продукты в зависимости от области применения. Now we enter in the last product. Последний продукт, который мы рассмотрим. With the same inky name we play a bit. С тем же инки названием, что и предыдущий продукт. And so the name is Olefil Nat. Название продукта Alifil и Nat. So this product is an emulsifier for water in oil emulsion and an emollient. So double benefit. Данный продукт является эмульгатором для систем вода в масле и также соэмульгатором. The difference with the TD, of course, is to this time we are playing on mono, D and triglyceride from olive. Отличие от предыдущего продукта состоит в том, что это синергия, используется комбинация моно, ди и триглицеридов. And
It's compatible with all kind of ingredients, Совместим с различными like ингредиентами. ester, vegetable oils, Эфиры, UV, silicone, растительные and масла, acid base, ОЭ-фильтры, many products. многие другие компоненты. So the four main points are emulsifier, water in oil, and emollient. То есть это эмульгатор, вода в масле, 100% натуральный продукт. It's also very performant. It's not a co-emulsifier. It's really a primary emulsifier. Может быть использован как основной эмульгатор. And which is interesting, it's bringing also very nice texture, not so greasy or heavy like we used to see in water in oil emulsion. Также, что мы можем видеть часто в эмульсиях типа вода в масле, это неприятные ощущения на коже, да, в частности. Что, с данным компонентом, данный компонент обладает приятной текстурой, приятными тактильными ощущениями, поведением на коже. So here we have a HLB of 3.7, so quite low link to the emulsifier. Гидрофильно-липофильный баланс. В данном случае индекс гидрофильно-липофильного баланса, либо гидрофобный, я вот не помню, подскажи. Гидрофильный, правильно, да? Гидрофильно-липофильный баланс составляет 3,7. And in terms of safety, it's very similar to Olefil TD and Olefil Purs. Продукт идентичен предыдущим продуктам. We perform the same test, showing that it's non-irritant for skin and eye, and is not comedogenic. Проводились аналогичные тесты, подтвердить, что данный продукт не вызывает раздражения и не является комедогенным. Then in terms of formulation, касательно рецептур проводились тесты. Is used from 12 to 15%. Используется в концентрациях от 12 до 15%. Do not be surprised for an emulsifier. It seems quite a lot, but you need to really. Это достаточно большое количество. You need to keep in mind that is also an emollient. So но вам также необходимо обращать внимание, что это еще и эмоллент хороший. With a very high emollient from olive, and after you can play in your formulation with emollients not so rich or very basic oils. В любом случае, вы также обычные рецептуры добавляете другие эмолленты. Здесь вы можете в данном случае совмещать как вариант применения продукта как очень хороший эмоллент в том числе. Then, as I told you before, no problems in terms of compatibility. Нет каких-либо проблем с совместимостью с другими ингредиентами, растительными маслами, эфирами, силиконами, ОЭ-фильтрами, кислотами, основаниями. We perform different tests and we realize that following the oil, you can play on the texture, increasing the viscosity, increasing the creamy of the texture. Также проводила компания различные тесты и определила, что можно создавать абсолютно различные текстуры, комбинации в зависимости от вязкости. So I would say with more heavy touch oil, like here, для you таких have тяжелых масел, да, прикосновения, higher, да, более вязкие получились рецептуры. With light touch oil, you have a viscosity lower. Очень с такими несущественно вязкими и приятными рецептурами, ну такая вот вязкость, собственно, получается с такими компонентами. And this product is not used for making milk; it's really to make cream. Because we have a small viscosity of 50,000, so it still remains important in terms of cream. Потому что минимальная получаемая вязкость это 50 сантипуаз, то, что присуще больше кремам. But thanks to the composition on glyceride, we have a very good spreadability on the skin because of the affinity of glyceride. Но благодаря наличию, вернее, содержанию триглицеридов в данном в данном продукте, олефил и нат замечательно распределяется на коже благодаря близости триглицеридам кожи. So, as I was telling you, we have a different skin feeling, so no greasy or no tacky, and long-lasting nourishing effect due to the water in oil emulsion with the external oil phase. И поскольку это система вода в масле, мы получаем благодаря использованию олефил и нат весьма приятные на коже текстуры, которые также еще увлажняют, ну, за счет того, что содержится много масел. И приятные ощущения на коже.
So as I told you, the spreadability is very important, Очень and важным also the аспектом film является forming to protect your skin. распределение и пленкообразование для защиты кожи. And after the application, we keep the smoothness, the softness, and the film forming without having a greasiness or stickiness on the skin. И, конечно же, после нанесения можно обратить внимание, что минимальная липкость, маслянистость, сальность минимальная, при этом соблюдается повышенная мягкость, гладкость и образуется хорошая пленка. And to conclude, in terms of application, so water in oil emulsion, but usually I would say today this type of emulsion is more used for sun care, baby care, or very sensitive skin. Ну, подводя итог, можно сказать, что данные эмульсии, вода в масле, сегодня используются в продуктах по sun care, то есть имеется в виду солнцезащитная линейка, продукция для детей, в частности, детская линейка, ну и ряд других. But with our ingredient, we want to enlarge this application to also go to the skincare, face care, very, I would say, daily cream too. Но благодаря применению данного продукта можно существенно расширить области производства других продуктов. В данном случае это могут быть другие линейки, это могут быть крема, всесторонне различные абсолютно. So this is it. So Iндел is our partner in Ukraine. So if you have any question, he's here. And the team also has a stand over there, so do not hesitate. Thank you very much for your time. I hope it was interesting. If you have any question, do not hesitate. And if you are shy, the stand of Индел is over there. Ну, мы являемся партнерами компании Amedeo Brasca, поэтому если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. И спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. About the price. Because I know that linked to the situation in Ukraine also, the price is, I would say, the most important things. Говоря об Украине, конечно же, вопрос цены очень важен. You need to know that this product, for example, TD7525 or Olefil Pulse, you use it at very low amount. So for example, TD, you can use 0.5%. You already touch the difference in terms of quality. And for the Olefil Pulse, 1 or 2% are really enough to improve the quality and stability of your product. Помимо цены, да, Марин говорит, необходимо обращать внимание на процент ввода. Например, для Olefil Pulse процент ввода может быть 0,5%. For TD, yes, for TD is around 0.5. Yes, you can use already from 0.5. Можно даже при 0,5% вводе существенно улучшить рецептуру. А Pulse можно использовать, Olefil Pulse продукт, для стабилизации масляной фазы можно использовать в дозировках 1 или 2%. Yeah, because the idea of this technology is to produce performance product. So even with a low percentage, you get benefits. You don't oblige to put a very big amount. Их функциональность и эффективность. При небольших дозировках вы можете достигать необходимых вам показателей эмульсии. Yeah, and for following the formulation, I can tell you that with this product, you can work from mass market to premium. Ну и говоря об этих продуктах, Марина подчеркивает, что можно создавать и использовать их в различных классах косметики. Не только премиум, но и масс-маркет, наоборот, в различных абсолютно. При этом снижается количество масел, так сказать, он позволяет снижать количество масла. Имеется в виду как жировые фазы, да. So it's possible to reduce the content of other oils thanks to using these components. For example, for the TD, as we showed you, in terms of penetration, we use on this test 2%, but comparing to 8% of oil, so you can really use less. Там как раз был тест на сравнение 2% Olefil TD 7525 и 8% масел, которые использовались. То есть таким образом вы уже фактически понижаете дозировку при счете. Yeah. Thank you.